Здравствуйте, львы! У нас прогноз на ноябрь для вашего знака зодиака. Давайте посмотрим, что вас ждет в ноябре представителей знака зодиака Лев. Мы посмотрим на Таро, что у вас будет происходить дома, в семье, в отношениях, работа, финансы. Если для кого актуально обучение и поездки. Кипр нам покажет сюрприз, неожиданность. Также мы получим советы от оракулов. И в конце расклада у нас будет прогноз на Таро Акаши для тех, кто интересуется. Львы, ноябрь, что вас ждет? Что у вас будет происходить дома, в семье? Что вас ждет в сфере чувств, эмоций, отношений? Профессиональная сфера. У вас и туз пентаклей, и десятка. Денежные и финансовые вопросы. Для кого это актуально? Это обучение, поездки. Какие здесь у вас перспективы? Ух ты. И советы или предупреждения от Таро. На дне колоды у вас семерка жезлов. Тут какая-то борьба, противостояние. Тут у вас есть с финансами семерка мечей. Может быть, для того, чтобы получить хорошее место на работе или какой-то заказ крупный, если вы на себя работаете, да, вам придется тут побороться. То ли вы тут столкнетесь с каким-то обманом, может быть, кто-то вас тут будет подсиживать на работе. Может быть, какие-то сплетни, козни. Также это может быть, конечно, и конкуренты. Но еще семерка в деньгах предупреждает вас о мошенничестве. Будьте аккуратнее. Тут какие-то новые проекты. Так, в совет у вас тоже какие-то здесь перемены. Для кого-то здесь переезд, может быть, смена места жительства. Или, знаете, как десятка, может быть, уход с одной работы, где вас или обманывали, или какой-то коллективчик поганенький был. Может быть, нахождение новой, очень перспективной работы. Так, а что я убираю? Убирать не будем. Так, дом, семья, туз пентаклей. У кого-то решение вопросов с жильем, покупка. У кого-то может быть одобрение ипотеки. То есть вот вам кто-то предлагает вот этот туз, какой-то шанс улучшить свои жилищные, я думаю, условия. Это может быть покупка участка земли. Может быть, это вам помощь идет, например, от родителей для того, чтобы вы что-то купили. Еще это может быть кто-то вам долг отдаст, или это наследство, что-то неожиданное. Может быть, какая-то крупная покупка в дом. Но больше, конечно, туз пентаклей это что-то уже связано с недвижимостью. Для кого-то это беременность, да, семя это зачатие. Туз пентаклей уточнять не буду. Это может быть то, куда вы вкладывали много сил, над чем вы боролись. У кого-то может быть начало строительства. Пажи. Может быть, у кого-то ребенок родился, и вам нужно улучшить. Может быть, это, знаете, даже не строительство, может быть, у вас уже есть недвижимость. Это может быть еще присоединение какое-то. Например, если вы в квартире живете, может быть, какую-то рядом квартиру купить. Или какую-то пристройку в доме сделать. Но в любом случае, тут какие-то вопросы с недвижимостью. Отношения, девятка мечей. Да, здесь какие-то страхи, переживания. Конечно, девятка иногда говорит, это мы сами себя там накручиваем, что-то себе напридумывали. Иногда она говорит, что мы боимся, что нас оставят, бросят, или что, если вы в поиске, что вообще не найдете любимого человека. Давайте посмотрим, с чего вы тут переживаете. Еще один туз у нас тут. Вот для тех, кто в поиске, страхи-то есть, что я останусь один или одна.
У нас завязывается новое знакомство, но мы не доверяем противоположному полу. Это изначально ожидание подвоха. подвоха. То есть вот совет карты говорит, вы стоите на пороге перемен. Если вы были одиноки, в вашу жизнь входит любовь. Но шестерка, как правило, говорит о том, что вы колеблетесь, не решаетесь вступить в новую связь. Может быть, вы ощущаете какой-то дискомфорт, поскольку не знаете, что вас ждет дальше. Тут может быть еще знакомство через общение, может быть, почему вы сомневаетесь. Человек находится где-то далеко от вас, может быть, это знакомство через интернет. Если у кого-то были сложности в браке, в отношениях, недопонимание, то туз жезлов – это когда у нас как бы обновляются чувства. А туз жезлов всегда показывает страстный сексуальный посыл. То есть это наши отношения переживают новое, как возрождение, что ли. То есть возрождаются чувства, но через какие-то, может быть, конфликты. Но это бывает, когда у нас притираются характеры. Тут самое главное, карта говорит, не критикуйте, не придирайтесь к своему партнеру или партнерше. Ну, вы же познакомились, вас человек устраивал. Не пытайтесь его переделать. Еще паш мечей может показывать незрелость человека, с которым у вас или возникнут отношения, или уже есть. Может быть, просто человек очень юн. У кого-то были страхи, что беременность не произойдет. Но нам карты сказали, туз жезлов это тоже ведь может говорить о беременности. Еще это какая-то дорога, переезд, опять же, вот начало строительства. Для кого-то, может быть, сфера эмоций и переживаний связана с получением новой работы. То есть был какой-то, или работа была, или коллектив был, где вас постоянно критиковали, вы там не могли, не то что не могли, а вас там недооценивали. Здесь вы получаете, например, предложение о новой работе. Или начинаете какой-то проект. Может быть, это семейный бизнес. Но в любом случае, если были трудности в любви, карта говорит, тут или приходит новая любовь, или какой-то новый толчок в развитии ваших отношений. Вот как возобновление какого-то страстного желания, обладания, ну, может быть, преодоление вот каких-то... Тут в любви, в совет идут перемены. Работа, карьера, бизнес, да, десятка пентаклей. То ли вы можете поменять работу, устроиться в какую-то крупную корпорацию, это может быть государственная структура или крупный частный бизнес. Но здесь у вас хорошие перспективы. Также это может быть получение какого-то крупного заказа, проекта, который придаст вам уверенность в настоящем и в будущем, именно в вашей работе, в бизнесе. Еще это получение прибыли. Если вы над чем-то трудились, вот прям ассоциация идет, да, вы вложились во что-то, может быть, семейный бизнес, и в конце ноября уже получили прибыль от того, над чем вы трудились. Это еще может быть, знаете, у вас есть бизнес свой, но вы получаете какой-то крупный проект с какой-то, например, или крупной компанией, или это может быть государственное, что-то, какие-то деньги. То есть тут уже совсем другие возможности. Но в любом случае с работой, с бизнесом у вас все в порядке. Вот деньги. Да, деньги, семерка мечей. То ли карта вас предупреждает, будьте осторожнее с мошенниками. Да, не доверяйте никому, не отвечайте ни на какие звонки. Тут вот очень велика вероятность обмана. Конечно, еще карта говорит, хочешь жить, умей вертеться. Может быть, здесь какие-то скрытые доходы, неофициальная зарплата, прибыль, которую вы не афишируете. Это еще может быть в своем бизнесе желание уйти от налогов, ну, поменьше заплатить. Также карта может показывать о каком-то левом заработке. Это может быть и одноразовая возможность заработать, но опять это вот то, что вы будете как бы скрывать. Ну, давайте мы уточним, если это реально обман. Ага, королева мечей. Ну, королева мечей – это власть, да, это желание. Я думаю, что если вы
занимаетесь своим бизнесом, это обойти законы, да, вот они друг другу спиной. Ну, как-то поменьше заплатить, например, налогов. Ну, не показывать всю прибыль. Также здесь вы можете столкнуться с какими-то судебными делами. Вот может быть что-то связано, да, смотрите, если недвижимость, подписание каких-то договоров, сделок, то здесь все досконально проверяйте. Лучше проконсультируйтесь с юристом, чтобы не было никакого подвоха или обмана. Но еще, конечно, это может быть и, смотрите, будьте аккуратнее, это может быть и наказание. Все-таки королева мечей, у нее карающий меч, а здесь семерка. И если вы хотите как-то скрыть свои доходы, то скрывайте тщательнее. Так, и еще, так, да, смотрите, королева мечей – это человек независимый. Вот как я говорила, может быть, здесь у вас есть работа, какая-то деятельность, но у вас там недооценивают, потому что у нас этот паж через какое-то новое начало перешел в королеву. Королева – это работа на себя. Это независимая деятельность. Вот уход от каких-то обманов, придирок, каких-то интриг. То есть вот опять же, да, мы отворачиваемся к этому спиной. Может быть, реально вы здесь начинаете что-то свое. Давать какие-то консультации, делиться какими-то знаниями. Может быть, что-то связано с творчеством, обучением, преподаванием. То есть вот в совет, да, какие-то перемены. Это вообще может быть смена рода деятельности или вообще смена профессии. И учеба или поездки, опять же, поездка может быть в другую страну на заработки. Вот совет, да, это каким-то новым берегам. Иерофант – это другая страна, другая вера, другой язык. Но еще эта карта обучения, получения знаний. Она говорит, или вы займетесь, может быть, своим духовным ростом, или встанете кому-то под руку, а для кого-то из львов, может быть, вы уже сами являетесь гуру. Это опять же давать знания, делиться, кого-то учить, давать какие-то консультации или кого-то направлять, вот как я сказала, может быть, какие-то круги медитации, там, рейки, какое-то духовное обучение. Ну, для кого-то актуально. Да, совет, предупреждение, карта говорит, готовьтесь к переменам. Это может быть и переезд, смена места жительства. Это может быть смена работы. Это могут быть перемены в отношениях. Но у нас вот эта шестерка перешла в семерку. Может быть, карта говорит, если вы планируете куда-то уезжать, то дождитесь каких-то официальных документов. Может быть, иммиграция, например, с целью заработка. Или поехать куда-то в другой город. Все равно вот как-то не... По семерке это мы ищем окольные пути, чтобы добиться того, чего мы хотим. А здесь вам, наоборот, говорят, что нужно все делать по закону. Так, давайте посмотрим сюрприз, неожиданность для львов. Ноябрь. Что нам скажет Кипер? Львы, ноябрь, сюрприз, неожиданность. Ну, у кого-то свадьба. Свадьба – это о себе, это вопрос, над которым вы долго работали. Это обретение дома. Также это заключение сделки, связанной с недвижимостью. То есть это покупка-продажа. Кто-то, может быть, заключит договор. Вот десятка пентаклей у нас была. Это или семейный бизнес, или это работа из дома. Это то, что вы делаете руками. Опять же, это может быть какие-то курсы обучать. Вот непосредственно здесь кройка и шитья. Да? Может быть, вы с кем-то скооперируетесь, откроете какие-то курсы, например, через интернет. Будете давать вот по королеве мечей, делиться своими знаниями. Кто-то получит неожиданную
недвижимость как наследство, вот туз пентаклей, или помощь. Но грейд фортуны — это вот на вас сыпется удача. Улучшение финансового положения. Может быть с работой, может быть с недвижимостью, или это реально с отношениями связано. Поэтому этой удачей нужно обязательно воспользоваться. Но еще, говорит, фортуна может показывать крупную сумму денег. Что-то вот связано с недвижимостью. Так, хорошо. Совет для львов от Веканского оракула ноябрь. Что нам скажет этот оракул для львов на ноябрь? Котелок перевернутый, да, слишком много дел. Карты говорят, не перегорите. Сейчас я вам конкретно прочитаю. Убавьте огонь и прервитесь ненадолго. Есть риск перегореть от чрезмерной активности. Когда вы беретесь за слишком большое количество заданий одновременно, ни одно из них не получается выполнить хорошо. Да, энергия вас будет переполнять, но оракул вас предупредил. Еще у нас оракул королевы Луны, львы, ноябрь. Давайте получим для вас совет. Экшен. Ну вот опять экшен, да, это действие, это энергия, это реализация. Да, карта говорит, пришло время действовать. Выйдите из ступора, если вы в нем находились. Отпустите какое-то бремя, нагрузку и двигайтесь вперед шаг за шагом. Вот опять шаг за шагом, не спеша. Одно дело взяли, довели до конца, второе, третье, да, вот поочередно. Так, ну еще у нас прогноз на Таро Акаши для львов, ноябрь. Давайте получим совет от хранителей хроник Акаши для вас на ноябрь. Конечно, делайте ссылку на то, что это расклад общий, но какие-то подсказки вы здесь получить можете. Энергия ноября для львов. Что у вас будет происходить? Какие энергии вокруг вас, внутри вас будут происходить в ноябре? Ну, на что вам нужно обратить внимание? Львы, ноябрь. Информация из ваших хроник Акаши. Энергия, с которой вы войдете в ноябрь из октября. Что у вас будет происходить в ноябре? Первая декада, вторая декада, третья декада. И энергии, с которой вы выйдете из ноября в декабрь. Так, у вас король и королева ключей в одном раскладе. Так, что у нас было второго? Сейчас я вспоминаю. У нас были страхи. Так, девятка мечей. Страхи и конфликты. Смотрите, карта показывает кармические отношения. У вас две карты фигурных, у вас две фигурные карты одной масти, они перевернуты, и они смотрят в разные стороны. Но вы должны понимать, что это человек, с которым у вас кармические отношения. Вы должны эти отношения пройти. Вы должны преодолеть вот эти раскол, недопонимание, то, что у нас паш мечей ложился. Конфликтность, придирки. Этот человек послан вам, вот кто мне смотрит, мужчина или женщина, неважно. Вот между вами лежит препятствие. Этот человек послан для вас архангелом Ариелом, он для вас является учителем, наставником. Тут кто-то кого-то обучает. Вот архангел Ариел говорит, что
Этот человек поможет вам, то есть не поможет, сейчас скажу, он послан для вас архангелом Ариелом. Вот, вот между вами и вашим расколом, вот эта карта говорит, что вот архангел Ариел пришел посоветоваться со сфинксом. Этот сфинкс стоит в этой пустыне уже много-много лет, и он является хранителем тайн. И его за то время, что он стоит в этой пустыне, несколько раз по самую шею заносило песком, и ему приходилось откапываться. И для вас сейчас наступило время сделать самую важную и трудную работу в вашей жизни. Это самокопание и внутреннее раскрытие, которое приведет вас к осознанию вашей таинственной силы. Может быть, вам придется избавиться от какого-то закаменевшего состояния ваших старых историй, верований, паттернов, чтобы найти истину внутри вас. Но карта говорит, что есть в вашей жизни человек. Это может быть друг, это может быть любовный интерес, это может быть бизнес-партнер, который помогает вам в вашей повседневной жизни, и тот, кого вам послал вот этот архангел Ариел. Этот человек может являться для вас учителем, наставником, но отношения с ним для вас являются очень большой ценностью. Но так как вы входите в ноябрь уже с шестеркой роз, она говорит, что вот какие-то отношения в вашей жизни разорваны. То есть конфликт, недопонимание могли разрушить вашу жизнь, вашу работу, может быть, бизнес-партнерство или ваши отношения. И сейчас по этой перевернутой карте вы вы чувствуете горе, потерю, но вас призывают взглянуть на эту ситуацию такой, какая она есть. Скорее всего, в этих отношениях была очень сильная борьба. Но смотрите, мы же входим с этой энергией в ноябрь. То есть она говорит, что отношения вы эти уже разорвали. Это может быть развод, это может быть расставание бизнес-партнерства. И эти два человека смотрят в разные стороны. Но я вам уже сказала, это важные для вас отношения. Вот четверка пентаклей перевернутый может показывать вот опять мужчина и женщина. Здесь могли быть трудности, например, с жильем. Или какие-то ваши планы провалились. То есть в прямом положении вот мужчина и женщина едут в карете в свой дом, который виднеется вдали, или который они планируют построить. И у них на дороге препятствие в виде упавшего дерева. Но когда эта карта-то переворачивается, она говорит, вот это препятствие, которое мешало вам мирно существовать, оно наконец-то падает с вашего пути, и дорога-то у вас открывается. Когда две карты одной масти, и они перевернуты и смотрят в разные стороны, эти карты могут показывать о разрыве или недопонимании, или недостатке общения, или же об отсутствии связи коммуникаций, или об отсутствии общей цели. Вот перевернутый король пентаклей, вот если вас перевернуть, то посмотрите. Король пентаклей – это богатый человек. Он занимается коммерцией, бизнесом, ну, он обеспеченный, занимает какой-то крупный пост. И в этой карте впрямую он возвращается вот в этот свой замок, который виднеется там вдалеке. Этот человек очень спокоен, он уверен в себе, он уверен в своей любви, в своих отношениях. А королева пентаклей – это женщина, которая в богатом убранстве, она стоит на крыше своего замка, и она встречает своего короля ключей, который вот возвращается из какой-то командировки, поездки по делам. То есть люди едут навстречу друг другу. Вот. И вдруг у вас что-то происходит, какой-то раскол, да, это может быть даже развод. Это может быть разрыв бизнес-партнерства. То есть карты повернулись, и вы смотрите в разные стороны. Но это человек послан для вас
для создания очень крепких отношений, для того, чтобы вы прошли вот этот кармический урок и создали очень крепкое взаимодействие, но при этом преодолев конфликты, недопонимания, может быть, столкновения характеров. И те препятствия, которые были у вас на вашем пути, из-за чего у вас тут раздрай, может быть, что-то связано с недвижимостью, с финансами, с работой. Но вот эти препятствия у вас падают с вашей дороги. Вы вопрос-то этот решите. Конечно, здесь еще карта говорит, что какие-то посторонние люди или обстоятельства могут вам помочь преодолеть вот это. Да, здесь больше ничего говорить не буду. Обратите внимание на эту информацию. Я больше думаю, что это касается все-таки вашей любви, ваших отношений, вашего брака. Но также это может быть и что-то связано с бизнесом. Такая у меня для вас информация. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас за просмотр. Всем хорошего.